Белорусы начали продавать аналог АКИ за 660 тысяч российских рублей. Будут поставки и в Россию. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы, ссылки в описании. Вот уже почти 2 десятилетия, как с российского рынка исчезла последняя настоящая малометражка в бюджетном сегменте. Речь, конечно же, идет об АКе. Хотя формально она была волжской, производили ее также и в Серпухове, и в Набережных Челнах. Уже к середине 2000-х стало ясно, что АК доживает свой век, и АвтоВАЗ начал разрабатывать ей преемника. Проект получил индекс ВАЗ-1121 и представлял собой второе поколение легендарной малютки. Внешне машина чем-то напоминала первую Калину. Это неудивительно, ведь обе создавались в русле популярного на тот момент биодизайна. Обтекаемые формы, плавные линии, минимум резких граней. Такая стилистика была не только модной, но и практичной. Простые панели кузова значительно упрощали и удешевляли процесс штамповки. По своим габаритам новый автомобиль выглядел весьма скромно. Длина 3450 мм, ширина 1540 мм, высота 1450. Зато под капотом планировался мотор уже не на 29 или 33 силы, как у старой АКи, а более мощный 71 лошадь. Коробка передач пятиступенчатая механика, что для такого сегмента было вполне прогрессивно. За основу нового автомобиля взяли платформу от ВАЗ-2108. Производить новинку собирались с 2006 года и выпускать по 90-100 тысяч единиц ежегодно, удерживая цену на уровне $5000 США. Но проект так и не был реализован. Средств у АвтоВАЗа на него не нашлось. Обсуждалась идея передать производство КАМАЗу или СиАЗу. Подключились даже городские власти. Тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков предлагал разместить производство на простаивающих мощностях АМО-ЗИЛ. Однако ни одно из этих предложений не дошло до стадии воплощения. И с тех пор АвтоВАЗ к идее создания новой малолитражки больше не возвращался. Тем временем в Китае компактных автомобилей великое множество. У нас на канале есть обзоры практически на каждый. Переходите по ссылкам в описании и смотрите. Причем китайцы, как правило, делят предпочтения между двумя крайностями. Либо очень маленькие машины, либо большие версии седанов и кроссоверов с удлиненной колесной базой. Поэтому вовсе не удивительно, что на большинстве моделей Audi или Volkswagen, предназначенных для китайского рынка, можно увидеть букву L в названии. Недавно в Беларуси стартовали продажи городской электромашины FAW Bestune Xioma, которая внешне и по формату воспринимается как наследница АКи. И здесь интересный исторический поворот. Этот автомобиль можно с натяжкой назвать российским, а если точнее советским. Все потому, что когда-то FAW, то есть первый автомобильный завод Китая, создавался при участии советских инженеров ЗИЛа. Даже проходные предприятия в Китае и в Москве оказались удивительно похожими. Так что парадокс. Именно ЗИЛ участвовал в строительстве FAW, а не наоборот. Но время все расставило по местам. FAW сегодня жив и развивается, а ЗИЛ лишь часть истории. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ, а мы идем дальше. Что же из себя представляет
Xioma. На родине ее называют Bestune Pony. Это полностью электрическая малолитражка, выпускающаяся с прошлого года. По габаритам она даже компактнее, чем первая АК. Всего 3000 мм в длину, 1510 мм в ширину и 1630 мм в высоту. Дорожный просвет 130 мм. Так что вне асфальта на ней лучше не соваться. Под капотом исключительно электромотор. Бензиновых версий нет и не планируется. Мощность двигателя варьируется от 27 до 41 лошадиной силы. Примерно на уровне той самой классической АКИ. Так что в плане динамики владельцы малолитражек почувствуют себя в знакомой среде. Трансмиссия, как положено для электрокара, автоматическая. Запас хода у Xioma колеблется от 170 до 222 км в зависимости от времени года, емкости батареи и условий эксплуатации. При этом даже с 27-сильным мотором машина способна разгоняться до 100 км в час. Вопрос лишь в том, комфортно ли это и захочется ли на такой скорости испытывать судьбу. Интересная деталь: привод у машины задний. Что до оснащения, она получила электростеклоподъемники, автоматический кондиционер, цифровую приборную панель и простую аудиосистему без сенсорного дисплея. Несмотря на крошечные размеры, в салоне заявлено 4 посадочных места. Правда, при такой компоновке багажник, скорее всего, существует чисто формально, как и у АКИ. Стоимость Xioma в Белоруссии составляет около 25 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно примерно 660 тысячам российских. Машина официально продается у дилеров FAV, тех самых, что присутствуют и в России. Так что сомнений в том, что Xioma появится у нас, практически нет. Вопрос лишь в том, готовы ли россияне платить за такую альтернативу 660 тысяч. Все-таки это электромобиль без ДВС и со всеми вытекающими особенностями. Останется ли он нишевым предложением или действительно найдет свою аудиторию? Это зависит от нас. Что скажете? Как по мне, так это хороший вариант для замены Ауруса и Ауры и пересадки на эти авто депутатов и чиновников, особенно от Автопрома и Минтранса, и обязательно руководство АвтоВАЗа. Кстати, Lada Aura показала всплеск продаж. По итогам прошлого года в России было продано 118 экземпляров новых Lada Aura. Это лучший результат в срезе за месяц для этого автомобиля. Статистику опубликовал Сергей Целиков, руководитель агентства Автостат. При этом заметим, что даже с учетом роста продаж, ВАЗу далеко до достижения целевой планки по реализации 8000 Aura в год. Для этого уровня необходимо продавать почти 700 машин в месяц. Aura представляет собой удлиненный вариант Весты седан. Габаритная длина новинки 4690 мм, на 245 мм больше, чем у исходника. Весь прирост приходится на колесную базу, в пользу задних пассажиров. Высота 1505 мм, плюс 9 мм. Так что, хотели бы себе такую преемницу АКИ из Беларуси? Интересно, как меняется рынок за 20 лет. В 2000-х АК была популярной, а теперь ее место заняли китайские бренды. Интересно, что будет через следующие 20 лет. Оставляйте свои мысли в комментариях под видео, обсудим. Ну и обещанная мною шутка. Новая Lada — это как старая иномарка, только с гарантией на разочарование. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.